Mesdames et messieurs, bonjour. Частенько мне задают вопрос туристы, когда лучше всего приехать в Париж. Мое личное субъективное мнение – это апрель и ноябрь. Париж в апреле, это видео вы уже все видели, а сегодня я вам предлагаю прогулку по Парижу в ноябре. Ноябрь – последний месяц осени. В этом году осень наступила лишь в конце октября, лето продолжалось в сентябре и даже в октябре с непривычно сухой и очень жаркой погодой. Ноябрь во Франции начинается с праздника Всех Святых. 1 ноября – день почитания усопших. И еще ноябрь – это месяц хризантем. Хризантема в переводе с греческого означает «золотой цветок». Этот цветок выращивали в Китае и Японии с древних времен, а в Европе он появился в конце 17 века. Цветение довольно продолжительное, обильное, и цвета яркие – желтый, оранжевый, красный, розовый, белый. Хризантема имеет важное символическое значение во многих странах. В Японии цветок ассоциируется с императорской властью. На Востоке этот цветок является символом долголетия, уважения и счастья. А во Франции в 1919 году президент Пуанкаре в первую годовщину перемирия в Первой мировой войне 11 ноября призвал французов украсить цветами могилы солдат, павших на фронте. Хризантема была выбрана потому, что цветет хризантема в конце года и цветет до заморозков, и выращивать эти цветы очень легко. Со временем появление хризантем на кладбищах переносится с 11 ноября на День всех святых 1 ноября, и эта традиция особенно распространилась во Франции и Бельгии. Так что во Франции по вине Пуанкаре золотой цветок – это цветок с очень грустной символикой. Обычай украшать могилы хризантемами существует уже целые столетия, и большинство французов придерживаются его, отказываясь от идеи посадить эти цветы в саду. Хризантемы – самые продаваемые цветы во Франции, но все цветоводы говорят, что французы покупают хризантемы только для того, чтобы положить на могилу. Зато в парижских парках вы можете любоваться цветущими хризантемами до начала зимы. Погода в ноябре не радует, туманы, дожди, серое небо, средняя температура днем плюс 10, ночью плюс 4, но все же 6, 7, а может даже 12 дней могут порадовать ясной погодой. Поэтому в солнечные ноябрьские дни на парижских улицах можно увидеть немало профессионалов с камерами, а если повезет, то увидите, как снимают кино. Впрочем, кино снимают и в дождливую погоду. В конце октября, начале ноября в парижских парках, и особенно в парке Тюильри на Вандомской площади, проходят выставки современной скульптуры под открытым небом. Рядом с парком Тюильри на улице Риволи находится старейший чайный салон начала 20 века «Анжелина». Обычно летом, чтобы попасть в это кафе, нужно простоять в очереди около часа, но только не в ноябре. Это гато бретон называется. Попробуем, что это за гато бретон.
В ноябре в Париже проходят ярмарки, а уже во второй половине ноября открывают рождественские базары. Если вы будете в Париже в начале ноября, советую посетить самую знаменитую осеннюю ярмарку Маржолен. Работает эта ярмарка всего лишь 5 дней и находится на территории парка цветов в Винсентском лесу. Ярмарка очень популярна среди парижан. Здесь можно купить не только продукты питания Франции, Италии, Греции и разнообразные товары, но и пообщаться с производителями. Это вот знаменитые мадлены, о которых я уже рассказывала в одном из видео. 1 евро 1 штучка. А это le pain d'épices. Помните, были когда в Дижоне, я вам тоже рассказывала о pain d'épices, то есть о пряниках. Здесь мы попробовали ветчину черной свиньи, которую делают в Испании. Вот с этим хлебцем испанским. Очень вкусно. И здесь сам производитель продает, вот как раз эта семья испанская, продает на этом салоне колбасы и ветчины. Очень вкусно. Овечьи сыры Басков. Необыкновенно вкусные. В супермаркетах таких точно не купишь в парижских. Это баски. On peut tout goûter ici. Ah bon, c'est bon tout ça. Le fromage il est très bon et ça c'est ouais. Vous êtes de quel coin de Pays Basque? Mais exactement. Espelette. Ah, je connais. Яблоки, яблочное варенье, яблочные соки и так далее, чего здесь только нет. Ah bah oui, non mais vous avez raison. Это мы пробуем яблочный сок. Опять идет дождь, но ничего страшного. Мы сейчас зайдем в одно из кафе, новых кафе, кстати, я вам покажу новое кафе, которое было открыто буквально месяц или 1,5 месяца тому назад, недалеко от Лувра, на улице Лувра. avec des petits verres. На Авеню де l'Opéra немало зданий сейчас реставрируется. Реставрируется и фасад оперного театра, причем работы продлятся до конца 2024 года. И уже в ноябре стоит прогуляться по знаменитым торговым центрам Парижа. Это Самаритен, Галерея Лафайет и другие. Эти магазины устраивают настоящие соревнования на самую красивую витрину. Парижские живые витрины известны на весь мир. В магазине Printemps Весна витрина уже открыта с 9 ноября, а вот в галерее Лафайет эти витрины откроют только 15 ноября, и, возможно, я сделаю еще одно видео, покажу вам уже рождественский Париж в декабре. А вот в галерее Лафайет елка уже открыта, и мы можем ее посмотреть. А уже с 18 ноября будут работать рождественские базары в парке Тюильри, в Ля Défense, и 20 ноября зажгут знаменитую иллюминацию на Елисейских полях. Но, возможно, это будет в следующем видео.
В этом году елка в галерее Лафайет впечатляет, очень отличается от того, что было в предыдущие годы. Кстати, по ссылке вы можете посмотреть, какой была елка в галерее Лафайет в прошлом году. И еще стоит посмотреть интерьер магазина Самаритен, одного из старинных торговых центров Парижа. А в самом конце видео я предлагаю вам короткую прогулку по парку Малого Трианона в Версале. Спасибо вам, что вы смотрите мои видео. И, как всегда, до новых встреч на канале о Франции и не только. Пока!